Всем добрый вечер. Итак, друзья мои, вы знаете прекрасно, что я не особо одобряю, когда женщины слишком увлекаются мужчинами, забывая о себе, забывая заниматься своей жизнью, собой. Но есть такой момент: ревность, подозрение, постоянное терзание, самобичевание. И если есть такое болезненное состояние, то все же стоит взять и сделать этот ритуал и спокойно жить, зная, что ваш благоверный не будет увлекаться никем, кроме вас. Ну, может быть, есть страх внутренний. Вообще, я считаю, что жизнь с человеком, которому ты не веришь и подозреваешь, грош цена такой жизни и любви. Я так считаю. Какой смысл вообще жить с ним, если ты, прям боишься день и ночь, как бы он ни ушел? Я еще раз говорю, что я многое могу, но именно на мужчин никогда не считала нужным делать. Делала пару раз для мести. Месть удалась, и мне они не нужны. Вот только чисто, чтобы проучить некоторых козликов. Но чтобы привороты делать, чтобы переживать по этому поводу. Наверное, я так просто устроена, что человек, который меня предал, он просто для меня перестает существовать. Его больше нет. Абсолютно. У меня в жизни был такой случай, когда я встречалась с человеком, и мне казалось, что он меня любит. И однажды я раньше времени вернулась, мне нужно было ему кое-что отдать. Я постучала в двери, мне открыла девушка, полная, очень полная девушка, в одних трусах, и какая-то майка была, так слегка прикрывала верхнюю часть туловища. Он спал, и она просто открыла дверь, думая, что нормально, ничего тут такого нет. Посмотрела, женщина стоит, подумала, может, из этого ЖКХ, еще что-то. Открыла дверь вот в таком виде. И тут за ее огромной спиной появляется он. И вы думаете, я там устроила скандал, кинулась на нее, начала бить? Нет. Я просто посмотрела на эту женщину, с которой он мне изменил. Первый раз в жизни причем такой был. Первый раз в моей жизни, чтобы вот такое было. Обычно такое не происходит, но потом выяснилось, почему он это сделал. Это не совсем была измена, скажем так. У него были свои интересы. Ну да ладно. Я просто отвернулась и ушла. И вы знаете, у меня не было ни боли, ничего. Все умерло просто. За секунду все улетучилось. И потом, когда я видела его на улице, я вообще ничего не испытывала. Ни разочарования, ни какие-то там душевные переживания. Нет, нету человека, он умер для меня, его не существует. Даже умер неправильно сказано, потому что мы умерших людей помним, любим, даже после их смерти. Нету, испарился. Мне в этом отношении повезло. Для меня человек тут же перестает просто существовать. Я теряю интерес к нему полностью. Потом выяснилось, что эта женщина работает в каком-то хорошем месте. Одним словом, у него были чисто материальные интересы. Тогда я была студентка, с меня брать было нечего. Да, с меня только молодость можно было брать.
И все. Но есть женщины, которые очень боятся, переживают, прямо день и ночь не спят, а где он, а с кем он, а что он там делает и прочее. Вот как сделать так, чтобы отвернуть его от других женщин? Я вам уже рассказывала о наузной магии, узелковой магии. Она очень сильная. Это очень древняя магия. И по большей части бытовая магия. Узелковая магия, она используется как защита, как запрет. Закрыть дорогу людям, которых ты сейчас не готова принять в гости. Такое было не раз. Буквально отворачиваются, уезжают. Так что это действенный метод. Но надо делать все правильно. И нужно обновлять хотя бы раз в неделю. Сжечь вот эту старую нить и делать по новой. А если человек вам перестанет быть интересен, и его назойливое внимание вам надоест, и вы захотите уже это завершить, закончить, просто сожгите эту нить, и все. И это влияние улетучится. Я сейчас сделаю, покажу вам, а потом, естественно, сожгу, потому что мне лично это не нужно. Я не считаю нужным это делать. Как бы для меня это не проблема на самом деле. Поэтому она мне не нужна, поскольку эти работы очень сильные, они работают даже просто если их произносить. Потому я как бы ликвидирую последствия потом, точно так же, как и создам. Итак, вам нужно взять черную нить и красную нить, обязательно шерстяную нить. Сделать такую ровную нить. Вы будете, значит, связывать эти нити узелками, и вы сделаете 6 узлов. Каждый раз будете произносить определенные слова. Далее. Возьмете иглу или булавку, но булавку потом нельзя закрывать. И я вам объясню, скажу, что дальше делать. После этого нужно будет булавку, вот эту острую часть обмотать этой нитью и хранить где-нибудь подальше от лишних глаз. Этой же булавкой или иглой можно каждый раз делать, менять не обязательно. Красная нить олицетворяет суть женщины. Черная нить – суть мужчины. Вы привязываете ваши энергии, то есть связываете воедино. И узелковой магией его энергию привязали к себе. Один раз произносится, когда вы, значит, связываете в узлы нити, и 6 раз произносится уже с иглой. После чего это нужно спрятать. Я вам уже сказала. И я так и назвала 6 наузов мужниной верности. Одно но. Этот мужчина должен быть свободен. Либо он должен быть вашим мужем, либо вашим женихом, любовником, вашим мужчиной, там, бойфрендом. Но никак не человек, который живет на 2 семьи. Иначе вы все испортите. Вот в этом случае оно не сработает, но сработает даже, может, во вред ему. Во вред не означает смертельно, но просто у него начнутся депрессии и прочее, прочее. Вообще я рекомендую не связываться с женатыми мужчинами. Пусть с женатыми мужчинами мучаются их жены нахрен. Начнем. Красная нить – женская суть. Черная нить – мужская суть. Далее. 2 сути вместе сплетаю. Тебя к себе привязала и не отпускаю. Первый узел твои мысли ко мне направит. Второй узел
твой интерес к другим закроет. Третий узел. На других женщин смотреть запретит. Четвертый узел. От женщин тебя отвернет. Пятый узел. Тебя отовсюду ко мне вернет. Далее. Шестой узел. Твоей верности зарок. Со всех дорог да на мой порог. Крепка сия защита. Сказали? Замечательно. Теперь берете булавку или иглу, наматываете сначала. Вот так. Намотайте так, чтобы нитка потом не выскользнула оттуда. Вот таким образом. И обязательно всю нить, нужно какую-то часть. И вот так, иглу или булавку держать, читайте. Острие булатное. Своей иглой на страже будь. Острой сталью от него всех баб гони. И старых, и молодых, и светлых, и черных. Никого, кроме меня, к нему не подпускай. Крепки эти слова, как сказано, так тому и быть. Заклинаю. Острие булатное, своей иглой на страже будь. Острой сталью от него всех баб гони. И старых, и молодых, и светлых, и черных. Никого, кроме меня, к нему не подпускай. Крепки эти слова, как сказано, так тому и быть. Заклято. Острие булатное, своей иглой на страже будь. Острой сталью от него всех баб гони. И старых, и молодых, и светлых, и черных. Никому, кроме меня, к нему не допускай. Крепки эти слова, как сказано, так тому и быть. Заклято. Острие булатное, своей иглой на страже будь. Острой сталью от него всех баб гони. И старых, и молодых, и светлых, и черных. Никого, кроме меня, к нему не подпускай. Крепки эти слова, как сказано, так тому и быть. Заклято. И это нужно прятать. Все. Нужно ли называть имя? Нет, если у вас один мужчина, и вы, когда говорите, представляете его, духи же знают, кто ваш муж и для кого вы читаете. В этом случае вам ничего не нужно. Ни фотографий, ни вещей, ничего. Это берете где-нибудь, храните вот в таком виде. Еще раз говорю, если это булавка или игла. Иглу возьмите тогда большую, такую цыганскую иглу. Вот, не знаю, сколько раз я прочитала, вам нужно 6 раз прочитать. Когда интерес пропадет или когда время выйдет, потому что вам нужно будет делать это каждую неделю, часто обновлять. Ну, раз в 2 недели, ладно уж, но часто обновлять. Если интерес к человеку пропадет, или как я сейчас делаю, мне это не нужно, я просто показала, эту нить надо будет сжечь. Просто сжечь и выкинуть. Ничего не делать, никуда не ходить. Здесь откуп не нужен, здесь откуп ваша определенная энергия. Ну, естественно, вы падать не будете в обморок. Но какую-то определенную энергию вы отдадите этим силам. Ну, вот таким образом. Сжигаем эту нить, потому что она нам здесь не нужна. Мне точно это не надо. Но поскольку ритуал сильный, вот даже в словах он может сработать, а я так не считаю нужным кому-то что-то делать и закрывать. Мне это не надобно. Я хочу верить человеку, с которым живу, иначе зачем жить вообще? Ну, ежели у вас день и ночь терзает ревность и подозрение,
Ну, как говорят, незаметно подкралась крыса-ревность. Если такое есть, то делайте. Я вас уверяю, он обязательно скажет: слушай, ты какая-то ведьма, что ли? Ты вот все время перед глазами. Я даже вот хотел и даже не смог. Он обязательно скажет. Мужчины этого боятся, как черт ладана. И постоянно орут. Ой, да ну, бабьи сказки там, бабушкины эти, да ну, да фигня это все, ничего нету. А сами каждый день этого боятся. Всем удачи!